Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной смотр танков, наш любимый игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре итальянский тяжелый танк 9 левела, Projet 66, проходная прокачиваемая ветка. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Но мы с вами начинаем, и конечно же начинаем с бронирования. Погнали. Итак, господа, Collision модель нашей проги 9 левел. У нас такой закругленный клюв. Да, то есть неровные детали, как мыльница какая-то спереди. Вот и начнем с корпуса. НЛД снизу 200, 211. Ну, короче, нас пробивают абсолютно спокойно и девятки, десятки. Обычным типом снаряд, даже не голдой. ВЛД 221, вверху 229. На отгрузочной полке 256. Ну, корпус тоже слабый. Нас сюда одноклассники пробивают и 9, и 10 левел абсолютно без голды, спокойно прям в корпус. Теперь касаемо башни. Господи, ну корпус такой говно тяжелого танка, может быть в башне есть броня. Маска орудия 275, 254, 264, 275. Ну, короче, держит обычный тип снаряда. Голдой маска пробивается и девятками, и десятками. Основная бронеплита башни. Есть у нее неплохой уклон вроде бы. 254, 260. Аналогично. Держит только основной тип снаряда. Голдой пробивается на ура. И на девятках, и на десятках. Щеки 319. Вот эти места уже более-менее. У нас крышечка еще, да. Что тут у нас с крышечкой? Не, ну здесь рикошет 52, а там от 156 мм. В принципе, с крышкой все хорошо. Боковое бронирование 70, 70, 81. Может танковать от борта за счет приведенной брони и рикошета, но будет поставлять эту щеку, а здесь 198. Будет очень тоже знатно принимать. Еще раз, очень слабый корпус, слабый достаточно все равно борт, слабая маска орудия против голды и башня против голды тоже. Такой условно тяжелая броня, к сожалению. Брони, можно сказать, как у тяжелого танка, здесь нет нигде. По основным модулям, ребят, обязательно качайте топовую ходовую, топовый двигатель, рацию, это вообще даже не обсуждаемо. Топовая башня нам, по-моему, дает побольше, нет, наоборот, забирает броню, ребят. К сожалению, во лбу меньше становится, вот оно, 210, здесь 195, но обзор улучшается, и, по-моему, вот эту пушку без этой башни не поставить. Увы, по-любому ее придется ставить. Пушка у нас 10 левела, альфа 400, 515 на фугасе, 242 пробития на основном, 33 на голде, в принципе норм. И норм также у нас хорошие фугасы, ребят. 120 бронепробития, это норм. Вот, 3 снаряда у нас, барабан на 3 снаряда, КД между выстрелами 3,5 секунды, заряжается первый снаряд 16, второй 14, третий 13. 0,36 точность среднего танка. Это данные, опять же, на стоке, без учета оборудования, перков экипажа, там, не знаю, это инструкций, без доп. Пайка. Все это еще можно раскачать. Время сведения орудия 2,7. А вот сведение пушки, кстати, не самое комфортное. По полевой модернизации во втором слоте ставим вездеходную ходовую, в четвертом притирку шасси наведения, улучшаем сведение нашей пушки, да, звукоизоляцию в пятом, в шестом вторым слотом берем на мобильность, в седьмом акцент на ведение огня, да, улучшаем перезарядку. По снаряжению ставим вентиль, ставим турбину и ставим стаб. По снарядам основной снаряд летит 1075 метров в секунду, голда это кумулятивно летит 902 метра в секунду, фугас летят так же как голда 902 метра в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я поставил доп. Паёк, 4 члена экипажа, вот, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам в целом машины данные. Посредственная скорость полета снаряда на всех типах, это плохо. Барабан достаточно быстро заряжается, кажется, снаряд вообще комфортный здесь барабан. У нас очень хорошая точность, 0,33, это у меня еще штраф за то, что наводчик не обучен на стоп, а был бы 0,31 на тяжелом танке. Ну, точность среднего танка. Так что это круто. Вот, время сведения 2,51. Опять же, экипаж у меня больной, не переобучен на 100%. Получается, так было бы там 0,40, 0,38, ребят. Вернее, 2.38. Это уже комфортно, кстати.
У нас есть УВН. Вот, это все касаемо огневой мощи, у нас сплошные плюсы, за исключением, ну, скорость полета снаряда можно быстро тут достаточно привыкнуть. По количеству ХП 1850, и это как раз нам говорит, что это не ХП тяжелого танка, даже 9-го левела, мало ХП. Это такой, вообще это такой танк, учитывая опять же точность орудия, его подвижность, такой полусредний, полутяжелый танк, я бы сказал. Вот. По мобильности у нас 49 вперед, 14 назад с турбиной, да, конечно же. Почти 15 лошадей на тонну удельная мощность. Танчик очень бодро едет. Прям, ну реально бодро. По обзору у нас, ребят, 426 метров. И опять же, это благодаря вентилю. Вот. Интересная машина, но учитывайте, что прям лютой брони здесь нету. Если противники очень плотно стреляют голдой, лучше сильно не высовываться. Пробьют, прям в башню пробьют, прям в корпус ВЛД. Ничего вы не сдержите от одноклассников и там от десяток на левел старше. Отправляемся в бой, давайте посмотрим на, собственно, на что способен этот танк. Погнали. Так, господа, попали против 8 КВЛов. Обзор боем у нас Projet 66. 9-й левел. Итальянский тяжелый танк. Проходная прокачиваем вверх. Комфортный барабан, хорошая подвижность танка. Вот те эпитеты, которые можно сказать про данный агрегат. Тяжей немного. Будем прорываться вперед. Чуть-чуть вперед. Сейчас разгоним наш пепелас. — 47 едем. Нормально мы его выхлестнули. 360 хп оставили, вот пусть теперь воюет. Повоюй теперь без хп. Как оно воеваться-то будет? Ну что ты, М47, добей уже его. Блин, он его добить не может, ну это смешно. Вляпался ты 705. Дай уехать. О. Заряжаем барабан. Нормально попустили 705-го. Едем на второй круг. Давай М3Y в борт его быстрее херач.
Вот это плохо. Не успею убежать. Да. Ну, ребята, 3 удал. Назад мне выбили мехода. Ай-яй-яй-яй. Откуда этот Юдус взялся? Просто обидно. Очень обидно. В конце я очень агрессивно начал выходить и... Да, Юдус, блять, сученыш. Просто выбил мне мехода, гаденыша. Ну тут победа. Очень комфортная пушка. Очень комфортный барабан. Хорошая подвижность у танка. Есть УВН. Ребят, у этого танка есть все для комфортной стрельбы и все такое. Ну, в конце плохо я сыграл. Но как мы за 2 танка разобрали в начале прям. Это барабан. Это особенность барабана. Я думаю, и китаец такого вообще не ожидал сюрприза. Вкатил он на все ХП. И 705 просто, ну, отлетел. Мы его закрутили, закружили и убили. Все, здесь победа. 3К мы настреляли, конечно, маловато. На 9 левеле надо делать, ну, как минимум 3500 суммы. Но, увы. Нас подвел швед вражеский. Гаденыш. Откуда он просто взялся, это просто немыслимо. Выскочил. Я тут выехал, так сказать, торта добить. А там вылетела эта дрянь на шведе. Обидно. Но танк очень комфортный. Прям итальянский, 9, 8. Что 8, что 9, они примерно одинаковые. Прям вот что-то у них прям общее много есть. И комфортно играются. Хорошие тачки. Хорошая ветка в целом. Риночерон-то был на 10, ну, на 10, естественно, кактусом. Ну, его немного апнули. И сейчас даже Риночерон-то уже стал более-менее играться. Вот. Так. Оп. Ну что ты, давай добивай уже. Вот, все, победа. Кот полетел по камням зачем-то, там уже нет никого. Просто добивал бы Т-103 и не... Ладно. Очень комфортная по 5-бальной системе итальянцу 9 левела ставлю 4, даже с плюсом, да. Потому что танк мне лично нравится. Быстро заряжается барабан, очень комфортный барабан в целом. Так что всем рекомендую. Хорошая машина. 2 место по урону занял. Вот, ребят, пишите свои комментарии, как вам про Jet 66, кайфовая, не кайфовая. Вот, пишите, какое вы на ней используете оборудование. Как по мне, годнота. Прожимайте лайки под видео, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч, пока. Товарищи танкисты, все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет. Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома, разная микроэлектроника, товары для детей. Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.